Привет! Сегодня у меня на обзоре довольно интересный и недешевый гаджет. Это веб-камера с разрешением 4К под названием Tiny от производителя OBS Bot. Помимо того, что устройство выполняет свои прямые функции просто на высочайшем уровне, данная камера понимает жесты и способна удаленно активировать четырехкратный зум, а также постоянно отслеживать объект в кадре. В первую очередь все это стало возможным за счет конструкции самого девайса. В корпус встроен двухосевой стабилизатор с поворотной головой. По горизонтали камера может вращаться на плюс-минус 150 градусов вокруг оси, а в вертикальной плоскости это значение ограничено плюс-минус 45 градусами. Лично мне внешне новинка напоминает мою компактную камеру DJI Pocket 2, а точнее ее основную часть, только раза в два увеличенную в размерах. Тем не менее, называть такой подход OBS Bot заурядным также будет неправильно. Все же рынок веб-камер нынче предпочитает выдавать нам статичную картинку без вращающихся элементов. Здесь же, как ни крути, кадры получаются более живыми, ведь голова постоянно держит объект в фокусе и отслеживает все его движения. Даже сидя на стуле перед ПК, выглядит это так, как будто за камерой стоит оператор. За передачу изображения отвечает светочувствительный сенсор размером 1 на 2,8 дюйма с диафрагмой f2.2, а максимальный угол обзора составляет 86 градусов. После всех своих тестов могу сказать, что камера весьма достойно справляется с лоу-лайтом. В условиях недостаточной освещенности с одним или же двумя, но тусклыми источниками картинка выходит не сильно шумной. Максимальные возможности по съемке — это 4К при частоте 30 кадров в секунду. Если же брать Full HD формат, то там уже максимально доступны 60 кадров в секунду. Кодек для записи используется 264. Помимо всего прочего, на корпусе установлено два микрофона для вещания напрямую через камеру, однако супер крутого звука ожидать все же не приходится. Тем более, если использовать устройство на весь потенциал и вещать, к примеру, на расстоянии метров 3. Разумеется, с полуметра, сидя перед ноутбуком или ПК, звук будет транслироваться лучше, и в каких-то ситуациях это действительно применимо, но как по мне, имея такое качество по видеосъемке, лучше раскошелиться на отдельный микрофон или беспроводную петлю, иначе у зрителя может возникнуть определенный диссонанс. А вот если использовать камеру для каких-то личных видеозвонков, то встроенных микрофонов вполне должно хватить. Ну а вот небольшой тест работы микрофонов, встроенных в данную веб-камеру. Она сейчас находится у меня примерно в сантиметрах 50 и такое вот расстояние небольшое. И на таком небольшом расстоянии местные микрофоны, их здесь два в корпус встроено, они записывают очень даже неплохо, я бы даже сказал хорошо. То есть для видео каких-то конференций вот на таком расстоянии вполне себе годно можно использовать даже местные встроенные микрофоны. Однако, если отойти от этой камеры метра на 2, то, соответственно, уже будет немножко голос похуже записываться. И, как я говорил в своем видеоролике, лучше для этого, конечно, использовать какую-то беспроводную петличную систему, или хотя бы какой-то сторонний микрофон. И, собственно, вот так вот я отошел от этой камеры на метра 2, где-то 2,5 у меня расстояние, и можно примерно прикинуть, у меня сейчас в комнате ничего не шумит, кроме, наверное, кулеров от ноутбука, потому что записывается сразу и на петличную систему, и на эту камеру. Собственно, я хочу продемонстрировать звук, какой вы можете получить, используя петлю и просто камеру, находясь на расстоянии 2,5 метра. Вот так вот это все работает именно в такой связке. Я думаю, довольно-таки показательный такой пример. Хотя на самом деле данная камера позволяет делать вот такие вот широкоформатные трансляции. Допустим, вы стоите, что-то тут объясняете на каком-нибудь тренинге, и, естественно, будете отворачиваться к какой-то доске или еще к чему-то. И в этом случае обязательно нужно использовать какой-то внешний микрофон, потому что ваши слушатели, собеседники и зрители просто не смогут услышать, если вы будете отворачиваться от камеры, соответственно, микрофоны ловить ничего не будут. А у меня сейчас нацеплена петличка, и на нее все прекрасно пишется и, собственно, также может транслироваться. Так что вот такой вот вариант работы данной камеры также имеет место быть, но только с внешним микрофоном. Вообще, если говорить в целом, то цена самого устройства складывается не только из начинки и имеющихся в нем скиллов, хотя их набор весьма впечатляет. Комплектация из коробки также находится на весьма хорошем уровне. Помимо того, что внутри имеются все необходимые провода и адаптер USB-A для подключения к любому устройству, будь то смартфон, ПК или ноутбук, или даже к смарт-ТВ, сама камера идет в комплекте с добротным жестким чехлом для переноски. Сюда можно с легкостью уместить все имеющиеся аксессуары, еще даже место останется. Это очень удобно, в особенности при использовании в поездках. С таким кейсом можно абсолютно не беспокоиться о сохранности камеры в багаже.
Если же говорить о возможностях Tiny 4K, то для полноценного раскрытия потенциала необходимо скачать и установить на ПК фирменный специализированный софт. Программа называется OBS Bot TinyCam и доступна для скачивания с официального сайта производителя. Несмотря на то, что весь интерфейс здесь на английском, разобраться с настройками не составляет особых проблем. А вот уже настроить здесь можно абсолютно все, начиная от встроенных функций и заканчивая качеством самого изображения. Как я уже успел отметить ранее, камера имеет возможность зумировать изображение по жесту, а вот насколько будет срабатывать приближение, как раз таки можно задать в настройках программы. К примеру, по умолчанию здесь установлено x2 увеличение, ну а максимальное значение это x4. Для сценария отслеживания объекта здесь имеется три режима: Headroom мод, Стандарт мод и Motion мод. Все они различаются скоростью реакции головы от меньшего к большему. Лично я, когда попробовал все, оставил стандарт, мне так было удобнее. А вот что понравилось больше всего, так это настройки изображения. Помимо того, что здесь, как и во всех современных камерах, имеется режим авто, это для тех, кто особо не хочет заморачиваться, абсолютно все параметры от ISO до баланса белого можно выставить вручную, на свое усмотрение. А вот отличным дополнением для всего этого действа также станет режим HDR. Активируется он в самой верхней строчке настроек камеры. Жаль только, что мануальные настройки никак нельзя запомнить в виде пресета. Для положения камеры имеется 3 свободных места. Можно отрегулировать наклон и поворот, записать в специальные разделы и включать то положение, какое необходимо прямо сейчас в режиме онлайн. В общем, если крепко заморочиться, то камеру можно спокойно использовать для записи видео, а эффект будет таким, как будто тебя снимает оператор. Друзья, небольшая ремарка по поводу ПО, про которое я рассказываю в данном видеоролике. Дело все в том, что данная камера у меня на руках уже порядка 2 недель, а то и больше. Я оттестировал ее, я написал текст, я его озвучил, я практически отснял все, кроме интерфейса самой программы. Я решил оставить это как бы напоследок, потому что это просто запись экрана с моим закадровым голосом. Но, как оказалось, не все так просто. Ребята взяли и поменяли, вот на днях буквально, видимо, это произошло, поменяли свою программу, теперь она называется OBS Boot Webcam, хотя раньше она называлась TinyCam. Выглядит она теперь вот таким вот образом, я специально запись экрана сейчас включил, то есть это такая прямоугольная консолька, теперь намного компактнее стало, тут соглашусь, очень удобнее стало, потому что раньше на полэкрана это все было растянуто. И, соответственно, у нас теперь все находится в 3 вкладках. То есть консоль, Image, Mo и здесь еще дополнительные настройки есть. Вот Software Settings. То есть в консоли у нас те самые пресеты, про которые я говорил. Пресеты положения камеры самой. Далее у нас идет Eye Tracking, это Headroom, Стандарт и Motion, они так и остались. Внизу находится виртуальный такой джойстик, то есть можно вращать камеру как угодно. С помощью него также он был, но немножко вот сейчас видоизменили его. Зум, то есть сколько у нас будет зумить сама камера. Ну и углы обзора. По-моему, если я не ошибаюсь, в прошлом приложении углов обзора поменять нельзя было. Сейчас их можно поменять вот таким вот образом на 78 и на 65. Максимальный угол обзора 86. Далее у нас идет вкладка Image. Здесь у нас, собственно, наверху находится HDR раздел, как я и говорил. То есть это самая верхняя такая вот история. Потом идет фокус, экспозиция, баланс белого и у нас идет настройка самого изображения. Можно увеличить контрастность, уменьшить контрастность, сатурацию сделать, то есть поярче там, да, сделать потеплее картиночку. И четкость, резкость, это sharpness у нас идет вот таким вот образом. То есть можно контраста чуть-чуть добавить. Тут можно поиграться с настройками. Раньше это тоже было, но по факту сейчас это вот в таком вот виде сделано. И все, здесь можно сделать автофокус по лицу, либо автофокус идет по полному изображению. Ну и далее у нас идет вкладка Mo, в которой здесь, собственно, автосон, то есть уход в сон через 2 минуты здесь по умолчанию стоит, можно 30 секунд, 10 минут поставить. Далее идет у нас Gesture Control Zoom Factor, то есть здесь у нас можно выставить как раз вот этот вот по жесту автоматический зум, то есть сейчас он стоит по умолчанию на 2, как я и говорил. Можно выставить на 3, там, на 4, то есть вот как-то так это все выглядит. Можно на единичке так и оставить. Ну, в общем,
Короче, здесь поиграться тоже можно. В общем, вот такие вот настройки здесь находятся в этом интерфейсе. Немножко его поменяли, но тем не менее, ну, как по мне, стало удобнее, намного удобнее, но, честно, я, конечно, не ожидал, что такое будет, что придется вот переписывать, перезаписывать этот блок именно с интерфейсом. Из элементов управления на самой камере нет абсолютно ничего. В нижней части поворотной площадки имеется однополосный светодиод состояния. Как я уже отмечал ранее, устройство способно реагировать на жесты. Если поднять перед объективом открытую ладонь, то камера активирует режим отслеживания объекта в кадре. И вот кто бы после этого не появился рядом, голова будет держать фокус и отслеживать именно того, кто был первым. Если же необходимо отключить данный режим, то делается это тем же жестом поднятия ладони. Следующее действие — это указательный палец вверх, а большой в сторону. Такими манипуляциями ты словно в воздухе растягиваешь изображение, а в понимании камеры активируешь зумирование. В зависимости от кратности, которая выставлена в приложении, камера тут же плавно начинает наезд объективом. То же действие возвращает изображение на исходные позиции. В общем и целом все довольно просто и быстро, главное немного приловчиться. Если же необходимо настроить положение головы вручную, то сделать это можно с помощью джойстика на панели управления в фирменной программе. По-хорошему, даже без установки софта камерой можно будет пользоваться на настройках по умолчанию. Она сразу из коробки будет тебя понимать. И вот, к примеру, при использовании устройства в сценарии со Smart TV никакое приложение ставить не нужно. Ну и тестируя данную веб-камеру, я просто не мог пройти мимо связки с телевизором. Я так делал в предыдущих своих обзорах на веб-камеры других производителей, но и это тоже исключением не стало. Я ее на самом деле уже прикрутил, вот так вот она выглядит. Я ей даже уже дал команду, чтобы она следила за мной, то есть она вот голову свою поворачивает. Это то, о чем я говорил, что она даже без софта прекрасно работает напрямую, подключенная в моем случае к Android TV Box. Вот у меня он здесь вот внизу, этот Android TV Box. А так можно и к Smart TV это все подключить. Ну и для того, чтобы наша камера заработала с телевизором, в частности с Android TV, вот у меня приставочка на Android TV, нам нужно приложение Site Load Launcher. Вот так вот оно выглядит, такая вот серенькая иконочка. Нажимаем, и, собственно, здесь у нас появляется иконка камеры, которую можно и активировать. Раз-два, вуаля, ваш покорный слуга на экране телевизора. Вот так вот это все будет работать. Вот такое изображение получается. В комнате у меня ничего не включено из источников света, кроме окна. Окно вот светит, насколько это можно, дневным светом. Но здесь на самом деле довольно сложно ходить. Здесь у меня ребенок железную дорогу построил, пока я спал. Собственно, вот когда так это все работает, вот сейчас можно вот так вот еще посмотреть. Вот таким вот образом она отслеживает. То есть я могу вот так вот, как-то вот так отклониться, то есть можно также встать, и она будет за тобой следить. То есть это очень удобно, это прикольно, короче. Если у тебя еще источник света будет какой-то нормальный повешен, то есть какая-то лампа просто в лицо будет светить, будет намного лучше. Но и дабы не быть голословным по поводу источников освещения, я сейчас повернул данную камеру и поставил ее напротив окна. То есть, соответственно, свет от окна мне падает сейчас в лицо. И картинка, как можно видеть даже вот невооруженным взглядом, даже через камеру мою DJI Pocket, снимающую телевизор, картинка намного лучше стала. Хотя я не скажу, что в комнате прям дико вот прям светло. Тем не менее, когда небольшой даже источник освещения падает на лицо, лучше намного становится. Попробуем зум. Вот так вот она зумит. Вот таким вот образом она призумила, приблизила мое лицо. Оно теперь на весь экран стало, но тем не менее. Также обратно. Вот. Все, она отзумилась, соответственно, там кратность зума, как я и говорил в видеоролике, можно менять в самом приложении, и она это все запоминает, то есть это все будет вот у вас здесь работать. Ну и как я, собственно, говорил, слежение за объектом в этой камере активировано, соответственно, я могу где-то тут ходить, и вот так вот это все будет выглядеть. Вот, допустим, я сейчас присяду на диван, и она повернется на меня, то есть и будет выглядеть это все вот так вот. В общем, вот такая вот история с телевизором. В принципе, рабочая история, рабочая даже без ПО, как я и говорил, то есть все жесты камера и так понимает.
Конечно, так использовать, наверное, данную камеру, ну, какое-то, наверное, кощунство, да, то есть она очень дорогая, и просто для видеозвонков по телевизору, ну, можно воспользоваться какой-то простенькой видеокамерой, но, тем не менее, такая функция имеется, то есть это подключить можно, и я поэтому хотел это показать, что это все работает. Так что данную камеру можно не только для прямых трансляций использовать, а для видеозвонков, допустим, со своими родными и близкими. Ну или еще с кем-то, то есть с группой людей, я не знаю. Тут уже сценарии разные, то есть можно как бы звонить с помощью телевизора через Google Duo, ну или какие-то другие приложения, которые поддерживают видеосвязь. К сожалению, на данный момент производитель не обзавелся приложением для смартфонов, но если все же поискать, то при желании и на смартфон можно добавить стороннюю программу для управления. По-хорошему, перед нами все же веб-камера, и заточена она в первую очередь для использования с ПК, с чем в свою очередь прекрасно справляется. Все остальные варианты по своей сути имеют чисто прикладной характер и являются приятным дополнением, нежели обязательными функциями. Если же говорить о качестве получаемого изображения в целом, то при наличии достаточного количества света устройство смело можно использовать вместо обычной камеры для записи видеороликов, презентаций или же тренинг-контента. Ну а вот еще один пример работы данной веб-камеры, только уже по части автофокуса. Я решил продемонстрировать и записать вот такой вот небольшой сэмпл. Первое, что нужно сделать, это с Face варианта перейти на Global, чтобы все пространство было в фокусе у нас. Ну и, собственно, сейчас я буду демонстрировать. У меня есть вот такой вот небольшой футлярчик от моей петличной системы, и мы сейчас его будем пытаться впихнуть в фокус. Вот так вот фокус поймал непосредственно на петличной системе. Мое лицо вне фокуса, я ее убираю, и вот так вот отрабатывает автофокус. Снова кладу, снова она в фокусе, петличка, и снова я ее убираю вот так. В принципе, довольно быстро все отрабатывает и довольно неплохо справляется с поставленной задачей. Разумеется, покупать такую штуку нужно с умом. Стоит она недешево, однако если примерно понимать потенциал данного устройства и знать, в каких сценариях оно тебе пригодится, то и таких денег будет не жалко. Но как обычно, все относительно. Кому-то с миллионной аудиторией достаточно встройки с ноутбука на 720p, а кому-то даже с парой десятков или сотен зрителей будет интересно прокачать свою картинку до уровня качественного видео. Как по мне, устройство очень интересное и довольно нишевое. Покупать его или нет, решать в конечном итоге придется самостоятельно. Я же со своей стороны все, что хотел про эту камеру, сегодня рассказал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.